Охранник отеля кричал: быстро, быстро по комнатам, перестрелка. И начинает стрелять, та-та-та-та-та. И, то есть между ног тебе просто Да, да, вот да. запихивают. Я сделаю один звонок, и тебя выпустят. Всем привет! Рада вас Привет. приветствовать на своем канале. Сегодня у меня гостья. Ее зовут Ирина. Мы с ней познакомились при очень странных обстоятельствах. Мы вместе, так получилось, что мы вместе пересекали границу Мексика и США. Мгм. Расскажи пару слов о себе. Я с небольшого города Петропавловск-Камчатский. Я прожила там 20 лет. Вообще я родилась в Сибири. Но по стечению обстоятельств я решила путешествовать по России и остановилась в Краснодаре. То есть несколько лет я прожила в Краснодаре. Это мой второй дом. Я там купила квартиру. Молодец. И дело в том, что моя мечта была всегда уехать из России. Так как я реализовалась в медицине и я работала косметологом 5 лет в Камчатском крае, а, мне всегда казалось то, что я достигла своего потолка и что этот город не дает мне двигаться. И я подумала о том, чтобы уехать из России, но у меня не было возможности, потому что это нужны большие ресурсы, деньги. Во время ковида я начала путешествовать, так как я медик, я подписывала контракты в разных больницах. То есть это была Сибирь, были разные области России. И я поняла, что все-таки я не хочу в России оставаться совсем. Ну и там такие Да, обстоятельства еще то есть, сложились, как да, бы все просто совпало. да, Да. просто все совпало. Из России я уезжала просто ни с чем. То есть у меня не было ни денег, ни вещей. Я собралась в один день, и то есть у Мгм. меня так получилось, да. И вот ты уже сколько лет в России тебя не было. Да, меня не было в России около 3 лет, Мгм. и сейчас вот мой окончательный пункт назначения — это Соединенные Штаты, Калифорния, Лос-Анджелес. Расскажи про Мексику. В какой Мгм. город ты прилетела? А, В Мексику я прилетела в город Мехико. Мгм. Это было 4 утра, Мгм. то есть ничего не работало. Ты легко прошла достаточно? Да, границу я Мгм. прошла легко, так как у меня была европейская виза. Мгм. Далее я снимала студию в городе Мехико. Это, ну, было на окраине, то есть это был спокойный район, так как Мексика считается одной из самых опасных стран. Меня подготовили, естественно, мои друзья, знакомые, родственники. Сколько ты была в Мехико? А, Была я там около 2 месяцев. И далее, получается, я зарегистрировалась на сайте Мгм. CBP One Мгм. и начала ждать, просто ждала свою дату. Естественно, я немного нервничала о том, Мгм. что я не поймаю, потому что люди ждут по Мгм. полгода. Я поймала дату быстро, получается. Мгм. Я уже не помню, если И ты честно, уже когда. поехала в приграничный город жить там, Да, то получается. есть дату я поймала Мгм. на 6 марта. Мгм. То есть я На 4 забронировала марта. 4 марта. 4, Да, я да. поймала дату на 4 марта. Просто, 6 мы уже в теншн были. Да, да-да-да, вот. 4 марта, да. Мгм. То есть я ждала этот день как что-то особенное, как мой второй день рождения. Да, я Я так же. была очень счастлива, если честно. То есть такая в предвкушении. И мне нужно было прилететь в Рейносу. Мгм. Это мексиканский приграничный город. Я прилетаю Мгм. в Рейносу. Значит, нас выстраивают. Это началась самая жесть. То есть нас выстраивают в аэропорту и кричат «Руса!», ну, Мгм. то есть Мгм. первые Мгм. идут русские. М. И сзади меня ребята из Беларуси, вот эта Мгм. большая семья. Они уставшие, они начинают кричать. Мгм.
они начинают жестко материться, просто орать, что почему русские, почему, что за фигня, почему эти русские первые, просто они начали возмущаться. И пограничник, ну, то есть офицеры мексиканские, они такие, что? Такие, вы возмущаетесь в Табаско. Они такие, Офигеть, как в офигеть. Табаско, мы там с детьми, мы такие, Ага. мы, ну, то есть начали давить на жалость. Хотели первые, вот поедете первые. Возмущались, да, и Обалдеть. больше всех кричали, что мне очень было неприятно слышать, почему эти русские, вот, то есть они кричали, и они начали умолять офицеров, они говорят, нечего выделываться в Табаско. И дальше заводят меня. Я одна, мне, естественно, я не понимаю, что происходит. И офицер, он берет мой паспорт, такой, что мы будем делать? Вот, я говорю, смотрите, у меня есть мексиканская виза, она не просрочена, у меня все в порядке с документами. Он говорит, покажи свой CBP appointment. Я, естественно, уши такая, все-таки, а все такие улыбаются, стоят. Я показываю appointment, он такой, вы обманываете наше государство, вы обманываете власти. Я говорю, нет, он такой, да. То есть вы приехали в Мексику с туристическими целями, а на самом деле вы использовали нашу страну для перехода в Америку. Да, им вообще То есть он начинает меня просто прессовать, а я такая, нет, а я не знаю, как это получилось. То есть я не знаю, что сказать. И он такой, да, и он поворачивается к своему подчиненному, говорит, на депорт. Я говорю, нет, пожалуйста, давайте как-нибудь решим с вами этот вопрос. Офигеть. Да, то есть я не хочу в Табаско. Вот. И он такой, хочешь решить этот вопрос? И берет мой, говорит, давай сюда мне свой телефон, включай калькулятор. То есть, по ходу там либо прослушка, либо камеры стоят. Нет, там ничего нету. У них в этом кабинете, да. То есть, они специально туда и заводят. То есть он закрывает, получается, как телефон моим паспортом и показывает мне сумму вот так. Вот, и кладет. Я молча такая, поняла. В общем, достаю денежку, кладу в свой паспорт, отдаю ему, он открывает, улыбается и говорит, welcome to Reynosa, sweetie. У тебя было заказано такси? Нет. Дело в том, что именно вот в этот день, когда я прилетела, началась самая жара. Все изменилось, потому что ребята до этого, они когда более по лайтове проходили. В общем, выхожу я из аэропорта, и пусто, стоят, получается, полицейские, вот Рейносы, мексиканские полицейские стоят с автоматами, выпускают темнокожих, и то есть мы стоим все вместе у выхода из аэропорта. Я начинаю вызывать такси. Ко мне подъезжает таксист, все как бы, и к нему подходит, я только хочу сесть, и ко мне подходит офицер, что-то говорит этому таксисту, и таксист просто выпихивает меня из такси, закрывает дверь и уезжает. Вау. Я звоню своему другу и говорю, он мексиканец, я говорю, слушай, я не понимаю, что происходит. Он говорит, ты попала в такой день, когда картели с полицией, это они зарабатывают на таких людях, как вы. Они сегодня скооперировались, и то есть сегодня идет передача людей в картель. То есть эти ребята, которые стояли с машинами напротив аэропорта, это был картель. Мне офицер и всем остальным ребятам, он говорит, идите, садитесь в те машины. Гаитяне, латиносы, они пошли, сели вот в картелевские машины. Просто на моих глазах их увезли куда-то. Я осталась одна. Я простояла там, в 5 утра я прилетела в Рейносу, и в 12 я все еще стояла у этого выхода. О, Господи! Просто я стояла и держалась, да, потому что я понимала, что либо я сяду в картелю в машину, и что со мной произойдет? Я одна, меня защитить некому. Я нашла
походу, это была ты. Мгм. Одна девушка скидывала контакт человека, который вывозит людей из Мгм. аэропорта. Я позвонила этой женщине. Мгм. Она приехала через Это, скорее всего, несколько моя и была через таксистка, несколько да. минут, и Мгм. она берет 500 песо. Это очень дорого. Но Это все там так берут, так 500 как песо. я готова была заплатить любые Конечно, деньги, конечно. чтобы сохранить свою жизнь. Да. Когда она подъехала, она мне прокричала: быстрее садись, я Мгм. просто пулей прыгаю мимо этих офицеров, мимо картелей, Мгм. просто как звезда такая пролетела. Мгм. Я сажусь в ее машину, и она говорит: сейчас пригнись, у Мгм. нас есть 5 минут. Они сказали, что у нас есть 5 минут, и за нами будет погоня. Обалдеть, господи. Я думаю, Ты так вообще офигела, да, ничего наверно? еще не закончилось, excuse me. Вот, значит, мы летим, она просто Ага. давит эту тапку, мы летим. И она говорит: в любой момент нас еще могут остановить картель. В Ну, в общем, общем, доехали вы она нормально. привозит меня в Мгм. отель, все хорошо, я Мгм. заплатила ей деньги, перекрестилась. Я захожу в отель, и сзади меня закрывают двери еще вот такой дубинкой. Мгм. И они на ресепшене, я так поняла, это был хозяин отеля, он говорит: никуда не выходи. Ага. Вот приложение заказывать еду, Ага. сигареты, алкоголь, не выходи. Ага. Первый день было все хорошо. Мгм. Я думала, ну все, теперь можно. Самое худшее позади. Я всегда думаю, хуже не будет. Я больше так не думаю. На второй день у нас началась перестрелка. То есть 3 марта вечером я хочу выспаться перед аппоинтментом, потому что аппоинтмент у меня был на 8 утра, я планировала уезжать с отеля в 6, мне надо было рано вставать, и у нас началась перестрелка, то есть над крышей моего отеля полиция и картель, они, видимо, сначала подружились, а потом поругались. Видимо, что-то не поделили. Видимо, картель не отдал, как мне объяснили, не дал взятку полиции, и они больше не дружат. Началась перестрелка. И у них такое каждый день происходит. Да, то Мгм. есть я вышла из своего номера, получается, и в 2 метрах у меня одна стена отеля, и в двух метрах с другой стороны у меня другая стена отеля. И я просто смотрю с одной стороны, как там перестреливаются. Я сначала думала, что это салюты. Кстати, да, звуки чем-то похожи, Да-да-да. да. В общем, это успокоилось минут на 10, и потом началось с другой стороны. И у нас, получается, отель просто вот решетки, Мгм. все эти камеры, они давай все закрывать. Охранник отеля кричал: быстро, быстро по комнатам, перестрелка. То есть все быстро разбежались. Ты рассказываешь, у меня мурашки просто. Это А я ужас смотрю, какой-то. как там вертолет просто О, пролетает над нашей Господи. крышей и начинает стрелять. Та-та-та-та-та. И я поворачиваю голову, и просто они, получается, застрелили кого-то. И О, мужчина, Господи. он О, тоже, ну, какой который кошмар. вел перестрелку с картелем, он такой шлеп, и все. И это успокоилось опять минут на 15. Дальше О май опять гаш. на машинах вооруженный картель опять подъехал, они опять давай перестреливаться. И так было всю ночь. У нас неподалеку с отелем перестрелка полиции с картелем. Вот в этом районе. Я каждую минуту, прямо сейчас выстрелы. Где-то час назад полиция подъехала, я слышала сигналки. После такой замечательной ночи, я думаю, хуже не будет. Да Всё, тебе надо реально перестать так думать. да, все, думаю, страшное позади. Мгм. Э, Вызываешь такси. То есть, да, я подхожу на Ага. ресепшн, говорю: Вызовите такси, пожалуйста». Приезжает такси, я сажусь, и мне мужчина говорит: нагнись. Мгм.
потому что у нас здесь чрезвычайная красная зона, опасная ситуация, перестрелки. Пригнись, потому что нас могут Жесть. убить просто, да. Жесть. И подъезжаем к мосту, и мне таксист говорит: не волнуйся, Мгм. все будет хорошо, ты теперь почти в Америке, Ага. я тебя поздравляю. То есть он мне сказал, Как мило. да, очень много хороших слов, потому что я просто сидела так. Он такой: не волнуйся, самое страшное, говорит, позади, хуже не будет. Вот. И напоследок он мне сказал: иди и не оборачивайся. Забегая вперед, ты Мгм. знала, что тебя в бордер вот в эту камеру посадят? Я предполагала, да, я Мгм. предполагала, Ты но все-таки рассчитывала, что пропустят просто так, да, как всех? я Мгм. все-таки рассчитывала, потому что, объясню почему. Потому что очень много людей, которые Мгм. проходили через Идальго, Мгм. которые... я даже не беру в расчет семейных людей, даже Мгм. одиночки. Вот, Ну, мы сейчас про одиночек только, да, говорим. да, Мгм. мне писали, Мгм. клялись, божились, что все будет хорошо, женщин не трогают, да мы Мгм. прошли на раз-два, Мгм. да в бордер садят, может быть, на чуть-чуть, на пару часов, Мгм. но тебя не посадят. Все будет Мгм. хорошо, потому что все проходят, а, и у всех все хорошо. И я была готова к бордеру, я была готова к каким-то вопросам, Мгм. но я не была готова. Вот, если честно, я не была готова. Мгм. Значит, ты всю процедуру там прошла, отпечатки, Да. значит, там все взяли, ДНК взяли, Мгм. и тебя сразу одну повели Мгм. там вот в этот камеру бордера. Меня, получается, вызывают меня и то есть вызывают куда-то, мне ничего не объяснили, Мгм. и начинают просто жестить со мной, Мгм. начинают осматривать, раздевать, щупать. Мгм. То есть это было очень жестко, мне Мгм. щупали между ног, то есть Мгм. прощупывали, как будто я действительно, ну там, опасный преступник. Да, это реально самый А, был жесткий досмотр. Меня так Да, нигде не шмонали. нигде никогда. Мгм. Меня что удивило, что они даже не объясняют, что с тобой будет, Да, да, и да. они тебя трогают везде, где хотят. Да. То есть между ног тебе просто Да, да, вот да. запихивают ладонь, Мгм. и с меня сняли кофту. Мгм. Я осталась в футболке, в джинсах, обувь, все сняли. Мгм. Вот, и сняли резинку для волос. Мгм. А, И просто меня хватают, Мгм. получается, вот так под руку, открывают какую-то дверь, и я Мгм. вижу бетонную какую-то Коробку. Да. коробку, которая 2 на 2, ну, то есть она была Ага. где-то 4 метра на 2, Да, где-то такая была, да. и просто и лежит какой-то человек под фольгой, и это была женщина, она высовывает свою голову и такая: То есть это так жутко смотрелось, и я помню, я встала вот так, и меня берут Мгм. за руку и прям швыряют в эту комнату Мгм. и закрывают. Мгм. Я оказываюсь там была лавочка, Мгм. туалет и просто бетон. Вот так, вот, Мгм. вот бетон. Я сижу, и камера, получается, и девушка, женщина. Женщина она уже Да. была, да. И что, я просто охренела, и самый эпик этой ситуации была эта женщина, которая просто выглядывала из-под фольги, она выглядела ужасно, она болела, Да, бедная кашляла, она вообще. выглядывала, смотрела на меня и обратно под эту фольгу. Мне кажется, она там уже давно сидела. Да, а я была одна, я начала плакать, Мгм. очень было холодно, Мгм. мне было страшно, и это был бордер. Мгм. В общем, сижу, я плачу, и Мгм. минут через 20 открывается дверь, и я Ого. думаю, меня выпустят. Я такая, я думала, просто это, знаешь, какое-то, может, наказание, может, что-то было, но не. Наказание русского Да, да, да. паспорта. То есть и следом за мной пихают кыргызку, Ага. девушку из Кыргызстана. Мгм. И она садится со мной, смотрит такая, а я плачу. Ага. Она такая: я думала, хуже будет. Это она мне говорит.
А я думала, хуже не будет. Какие мы разные. Когда открывается дверь, ты такой, Что там? Вот так вот, что да, там? меня За мной. выпускают. Меня Нет, и пускают, да. получается, Да-да-да. не, вас не пихали, кстати, Нет, как нет, нас. нас не пихали, Просто да. вам открыли, и вы такие, как в Да. ресторан, такие Да-да-да. заходите, такие, Ага. а это что? То есть я помню, Даша подошла Да. с тобой Да. вместе, и я помню твое лицо, как ты такая, господи, что это? А Даша заходит такая, Да-да-да. ой, что это? Не, я знала, что это так будет. Я просто Мгм. не думала, что это будет так жестко. Мы просидели там около суток, там не было ни часов, ничего. Больше, То есть, почти да, полтора. после суток Да. мы все промерзли. У Мгм. нас начались проблемы со здоровьем. То есть Мгм. этот бордер, он не предназначен для такого количества людей, он не предназначен для людей с нарушением здоровья, я так Ну думаю. да, Ну, то есть это помещение не Мгм. предназначено для людей. И тем Оно более пред- такого долгого, как бы Да, там долгого максимум 2 часа ты пребывания. можешь посидеть на этой лавке, которая То там есть есть. А я, они придумали там держать людей с по моей несколько точки суток. зрения и с точки зрения там охраны здоровья людей Мгм. и вообще гуманного отношения к Мгм. людям, это пыточная камера Да, предназначена не для кого вообще. да. Нам вызвали доктора. Доктор пришел, увидел наши красные глаза, померил нам давление и сказал: водички пейте. У вас все хорошо. И то есть мы пытались что-то сказать, они просто захлопывали дверь, им было просто плевать, что с нами там будет. Выпустили нас через 2 суток. То есть это было так. Полтора дня. Да, выпустили. пришел офицер. Мгм. Он был американец, но он русскоговорящий. Откуда-то он знает Мгм. русский. Говорил он неплохо, он постоянно улыбался, то есть он втирался к нам в доверие. Он говорил: девочки, там все будет хорошо, но просто этот бетонный пол. Мы лежали уже как зомбаки, там просто с жуткой головной болью. Он говорил: девочки, все хорошо, подождите немножко, и я вас отпущу. Да, Я да, вот да. сейчас подготавливаю Да. ваши документы, и вы выйдите. Он приходит минут через 15 и говорит: выходите, все хорошо, все будет хорошо, мои Да. зайчики, мои девочки. Там, и мы счастливые. Я помню, как мы с Дашей просто такие: Да-да-да. мы сейчас выйдем, выходим, все. Нам выкладывают, получается, нашу обувь с нашими вещами, мы берем эти рюкзаки, построились в очередь. Мы выходим, и перед нами стоит автобус с решетками. Мгм. И я говорю: а куда мы едем? И он говорит: ничего страшного, вы пройдете интервью, и вас отпустят. 2-3 дня там вообще все быстро. Садитесь. Да. И мы Мгм. садимся, значит, в этот автобус и понимаем, что мы едем в детеншн. У нас у всех слезы начинаются, истерика. Почему мы? Мы едем в тюрьму. Да. То есть, и когда он нам говорил, я у него конкретно спрашивала, он говорит: радуйтесь, вы едете в детеншн. Я говорю: чему радоваться, что мы Мгм. едем в тюрьму? Мгм. И он такой: заходите, заходите. То есть он нас обманул, Да. и я думаю, что этот офицер, он специально подготавливает, делает так, чтобы люди однозначно попадали в детеншн. Мгм. Я не знаю. Всё Извини. нормально. Я просто, когда вспоминаю... Нас с Дашей выводят, это было уже 6 утра, то есть Мгм. нас оформляли всю ночь. Мы в этой Слушай, вас часов 5 реально там держали в этой камере? Это Да, ужас мы с какой-то. Дашей стоим, и сзади мужчина говорит: идите, вас там встретят. Мгм. И мы идем, ну там долгое расстояние, может, полкилометра. Ага. Ты просто идешь, и там клетки с колючкой. То есть это было А это по коридору, где Да, это было поля по вот эти? коридору, где Ага. поля, и поля Ага. были с клеткой, и я оборачиваюсь, и мы просто в какой-то клетке в огромной. Ага. С Дашей. И я помню, я поворачиваюсь, Даша говорит: надеюсь, ненадолго. Я говорю: да, это наш новый дом. Вот. Нас встречают,
В общем, и заводят в помещение. Это тюремное помещение, это не детеншн, это не кэмп, это не детский сад, это не лагерь, я не знаю, как Обычная это тюрьма, тюрьма, да, это, блин, обыкновенная. американская тюрьма. Не Мгм. надо называть это другими словами, не надо находить согласна. оправдание. Да. Это тюрьма. То есть мы попадаем с Дашей в тюрьму. Нас проводят по коридорам, открывают дверь, и это была большая бетонная комната, как мы любим, на 100 человек. И эти 100 человек, это были люди из Латинской Америки, из Гаити. То есть это были люди из бедных стран. Ну, извините, будем смотреть правде в глаза. Не, ну это действительно Они бедные просто страны, да. поворачиваются на нас и просто жестко осматривают с ног до головы. Мы сразу подошли к надзирателю, спрашивали, сколько дней мы там будем находиться, и нам все время отвечали, мы не знаем никакой информации. Сколько вам сидеть в этой тюрьме, что, как, что с вами будут делать, никто не знает, ждите интервью. Расскажи про буллинг. Как вообще? Я знаю, что ты с этим столкнулась, так же, как и я. Только я была в своем блоке, а ты в своем блоке. Были девочки, они лесбиянки. То есть, и также... Их несколько было человек? Да, их Сколько было несколько человек, это были 2 лесбиянки. И они начали нас гнобить, ну, то есть они подходили, как подталкивали нас, то есть трогали. Пальцем тыкали, да? Да. И так как я начала возмущаться, они стали нас еще больше булить с Дашей. Вот. И я подходила к надзирателю, я изъяснилась о своей проблеме, что мы с девочкой столкнулись с буллингом. Она просто предвзято ко мне относилась, то есть улыбалась, смеялась и говорила, что... то есть давала мне понять, что... Ничего не происходит. Что ничего не происходит. Да. Всё в рамках разумного. Они тебя не трогают. То есть девочка ко мне... Одна женщина ко мне подходила, она толкала меня, пихала, то есть махала руками перед моим лицом. И, то есть, эта надзирательница, она поставила нас друг напротив друга с этой девушкой, спросила у нее и говорит, она просто хотела о тебе позаботиться и показать, как тебе надо убираться. Ага, то, что она орет прям перед лицом и машет руками, Да, и тыкает то есть, пальцем, это как бы... То есть это не я важно. говорю, вы серьезно? И она просто улыбалась мне в лицо. Дальше я дошла до директора. Меня в один день вызвали к директору, вызвали эту надзирательницу. Как тебя вызвали к директору? Ты писала жалобы, Я реквесты? писала реквесты, я писала жалобы везде. У нас был планшет, с которого ты можешь написать жалобу куда-нибудь. Я писала очень много жалоб, и через какое-то время меня вызвали к директору и спросили всю ситуацию. Я, естественно, это все рассказала. Эту надзирательницу вызвали. И так как они все там родственники, так как они друзья, родственники с этим директором, он ее спросил, она просто опять посмеялась и сказала, она врет. И Вот так все. вот, да. То есть ситуации меня никто не слушал, мои права были нарушены, меня никак не защитили и даже не разобрались в ситуации. Но так как я написала жалобу в вышестоящую организацию, OIDO, она называется. да, они пришли в этот детеншн, и тогда уже они начали разбирательство как раз по этому буллингу. И действительно ситуация улучшилась. Нам с Дашей предложили перевестись в другой блок, и мы перевелись в комнату Василины. Да, то есть мы стали жить втроем. Ты можешь просто идти, проходить, например, в туалет, а одна будет сидеть на кровати и орать тебе «Руса! Руса!» бла-бла-бла, что-то на испанском. Я к тебе даже не обращалась, мы даже не встретились они постоянно, взглядом, и они постоянно пытаются как-то тебя вот вывести на какие-то эмоции, чтобы потому ты что мне это что-то потому дала, что такое негативное. извини, это потому что они нашли возможность наконец поиздеваться над белым человеком, у которого нету защиты, и они чувствуют, что у них-то 100 человек таких, и как плюс они. Еще и надзиратель, и директор, и все остальной персонал, это их как бы, ну, их раса, и они чувствуют
чувствуют, что они как бы вот здесь, мы Но власть. также мы встретили одну девушку, она была американка, но также она была с Гаити, родом из Гаити. Она нам сказала такую вещь. Они видят, что вы стройные, симпатичные, белые девочки Еще и с деньгами, с конечно, деньгами, да. из хороших семей, и они вам завидуют, поэтому они хотят вас забулить. Но вот это стайное явление, когда вот это 100 человек хотят тебя аж загрызть, и если бы у них была такая возможность, я думаю, они бы нас просто разорвали. Потому что, Да, когда они на нас смотрели, я видела эти взгляды с ненависти, какой-то зависти. Очень многим интересно про медицину. Мгм. Как там лечат? Вообще, я знаю, что есть такая байка, что если ты себе сделаешь какое-то заболевание, там, придумаешь что-то, напишешь какую-то справку в Мексике, что тебя якобы с какой-нибудь астмой не посадят в детеншн. Мгм. Ты что-то про это знаешь? Расскажи, может, слышала? А, И какие люди сидели в детеншн, вот больные, которых ты видела? Люди были с сахарным диабетом, защемлением там, позвоночного нерва, С астмой была? с астмой девушка была, то есть Без ноги? без ноги. То есть были люди-инвалиды, которые действительно, их катали колясках? на Да. колясках. Это не показатель, это не является причиной не попадания в детеншн. Только если у тебя ВИЧ-инфекция и только если ты беременна. Да. У нас была одна проблема, это вши. Приходит, значит, женщина-медик в блок. И такая, что-то там какую-то лекцию проводит на испанском. Да. А потом мы подходим, и она И такая, такая, короче, у у вас нас вши, у вас вши в блоке. Будьте осторожны, мойте голову, пока. Это было примерно вот так. Да. И еще Такой, такая, да, good да, luck. да. И ты Всё. такой, что? Куда еще вши? Какие вши? Вы о чем? У меня начались проблемы с зубом. Зуб мудрости, он начал расти в эту сторону таким образом. Мне сделали снимки и сказали, у тебя все замечательно, мы не будем его вырывать. Ну, естественно, зачем им копаться в крови? То есть меня промурыжили 6 часов, ты сидишь опять в этой же бетонной комнате, они тебя мурыжат там полдня, отношение к тебе не самое лучшее. Меня промурыжили, сказали, нет, мы не будем тебе его вырывать, сохрани, этот зуб хороший. То есть медицина на таком уровне. Также я страдала прыщами, это какие-то были... Не только ты, а все мы, да. Да, на второй день, так как кожа чувствительна, Да, естественно, да. мы не привыкшие к таким условиям. От этой клеенки у меня было просто все лицо в больших таких прыщах, все тело. Что тебе помогало держаться в таких вот ужасных условиях в этом детеншне? Может, твои друзья, какие-то знакомые? Может, тебя Да. веселили девочки, которые там были, или что-то такое? Дело в том, что когда я перевелась в твою комнату, да, мы подружились с девочками из Гватемалы, из разных стран. И сейчас они подписаны на меня в Инстаграм, мы общаемся очень хорошо. Это безумно хорошие люди. Я очень рада, что я их встретила. Тебя не оповещают, когда это будет. Меня просто выдернули с завтрака и сказали, у тебя сейчас будет интервью. Тебя приводят, там такая специальная будка, ты разговариваешь с офицером. Первое, он спрашивает, это стандартные вопросы о тебе, и далее мы переходим к делу, переходим именно к твоему страху. Спрашивают все по делу, то есть ничего тебя там не пытаются запутать, не пытаются тебя завалить, не относятся к тебе предвзято. То есть офицер спрашивает все по делу, все по твоему кейсу, и интервью в среднем у меня, у остальных людей, оно в среднем длится около 2-3 часов. То есть у меня интервью продлилось около 3 часов. Я писала реквесты с планшета, и в один день мне пришло, что да, вы получили позитив, вы остаетесь в Америке, все хорошо, но после интервью ты продолжаешь сидеть в детеншене, просто потому что Дальше они уже передают это все дело все дело айс-офицерам.
Как Ты, тебя выпустили? да, ты пишешь Мгм. реквесты своему офицеру, и он тебе отвечает так, как он хочет. То есть никогда он тебе правды не скажет. Мгм. Как меня выпустили? В общем, я провела в детеншене прекрасных 50 дней. 50 Ам, дней, слышали? 50 дней. Вау. 50 дней, Ага. да, это почти 2 месяца. Да, почти 2 месяца. Офигеть. Вот. В один день, каждый понедельник к нам приходили айс-офицеры, но Мгм. это не был мой айс-офицер. Просто это, в общем, те айс-офицеры, которым назначили работать именно вот с нами. Мгм. То есть они приходят, проводят свое время, отвечая на ваши вопросы. Естественно, они не отвечают, они просто приходят для того, чтобы отметиться, поставить подпись, что да, я приходил, и уходят. Да, один Понедельников. из понедельников, Мгм. и я просто с криком души уже подхожу к Мгм. офицеру и говорю: объясните, пожалуйста, мне, что происходит. Обычно они не объясняют и говорят: Мгм. сиди дальше. Мгм. В этот раз мне попался офицер. Я и раньше его видела. Он Мгм. как-то пытался всегда со мной заговорить, но Мгм. я была в расстроенных чувствах каждый понедельник, день Мгм. тяжелый, что я никогда не хотела с ним разговаривать. Меня это все Мгм. очень раздражало, но в этот понедельник я решила сама с ним конкретно поговорить. Мгм. Мы сели, и, значит, он мне начинает спрашивать такие странные вопросы. Умеешь ли ты готовить? Любишь ли ты выпить? Что? Да, любишь ли ты выпить? А что ты пьешь? Пьешь ли ты водку? Он улыбался, смеялся. Он А, подкатывал к тебе? То есть, да, да, ему около 50 лет, он сидел вот так напротив меня. Я естественно, раздражалась, но я хотела с ним конкретно поговорить о моем деле. И Мгм. то есть я там, да, да, офицер, я умею готовить. Мгм. И я его спрашиваю, то есть помогите, скажите, пожалуйста, когда меня наконец выпустят, Мгм. что с моим делом, мой офицер работает с моим делом или не работает. И он мне говорит: я знаю твоего офицера, это мой друг. Я его буквально видел несколько дней назад. И он просто, нет у него времени подпись поставить и выпустить тебя. Но знаешь, ты мне нравишься. Может быть, мы с тобой встретимся. Вау. Я сделаю один звонок, и тебя выпустят либо завтра, либо послезавтра. Вау. Да То ладно. есть, Офигеть. я, естественно, ему не поверю, но как бы я поулыбалась, Ага. такая: да-да, позвоните ему, пожалуйста, он Ага. забыл о моих документах. То есть и я очень волнуюсь за свою судьбу. Я сижу в тюрьме, Мгм. это не самые лучшие условия. Ты просто сидишь, улыбаешься, флиртуешь со мной. Ты потом пойдешь домой, будешь расслабляться, там, я не знаю, Мгм. кушать нормальную еду. И для тебя это просто игра, я это понимаю. Но Мгм. давай поиграем, окей. Мгм. А, То есть, и он мне говорит: ты согласна, когда ты выйдешь, что-то типа того, чтобы Ну, чтобы мы, провести, вы встретились, ага. встретиться, да, Ага. может, пообщаться. И я говорю: да, конечно, я не против. Вот. То есть, да, позвоните, пожалуйста, моему офицеру. Это был понедельник, и в Мгм. среду меня выпускают. Он меня не провожал, то есть Ага. я вышла, и больше мы никогда не Слава богу, встретились, да, мне ты не пришлось, подумала? да, мне не пришлось готовить, мне не О пришлось май выпивать, гад. то есть Слава богу. я не люблю такое, но Мгм. когда ты прошел интервью, ты знаешь, что ты должен выйти, Мгм. ты знаешь, что у тебя есть права, Мгм. но эти люди, которые просто ходят и вальяжно улыбаются, шутят с тобой, флиртуют, ты не можешь им грубо ничего сказать. Они обязаны тебя выпустить, но они делают это, когда они хотят, как хотят, и делают с тобой все, что хотят. То есть они решатели твоих судеб. То есть вот этот Да. флирт, он помог меня выпустить. И я так думаю, что если бы не эта ситуация, Ты бы еще долго там, я да, бы еще сидела? сидела, скорее Мгм. всего, потому что
Те люди, которые пришли и сидели со мной Мгм. в одно время, грубо говоря, чуть-чуть попозже, они до Мгм. сих пор сидят в детеншене просто потому, Мгм. что один офицер ленится поставить подпись, просто потому что ему плевать. Дай какой-нибудь совет людям, которые только готовятся пересечь границу, или они уже в Мексике сидят, ожидают дату, или уже, возможно, получили. Готовиться, Мгм. быть готовым ко всему и всегда знать, что может быть и хуже. Мгм. Будьте готовы к переходу границы, случиться может быть все что угодно. Я всегда знала, что нужно вести себя тихо, спокойно, в любой ситуации, не спорить с офицерами, как Мгм. это Мгм. сделали семья из Беларуси. Мгм. Ам, Быть готовым ко всему, быть осторожным Мгм. и всегда быть готовым к интервью, к детеншену. С вами может произойти все, что угодно, и оставаться сильным, то есть Мгм. морально к этому подготовиться. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Все, пока-пока. Пока.